Город Нью-Харбор дышал зимой. Холодный воздух бил в лица прохожих, а окраинам добавлял оттенок тишины ночи. В это же время в разных уголках города происходили события, казавшиеся отдельными и независимыми, но на самом деле переплетались в одну общую историю. Историю людей, которые решают сделать шаг навстречу другим и тем самым меняют не только чьи-то судьбы, но и саму ткань города. На рассвете, когда первые лучи солнца еще не успели согреть снег, Чарльз Беннет, молодой чернокожий мужчина, чей путь до этого утра складывался из обычных дел и обычной усталости, пересек серую станцию Нью-Харбора в предрассветной спешке к переполненному поезду. Он уступил место Эвелин, беременной женщине, и через минуту понял, что этот день окажется не просто очередным утром в городе, а точкой поворота, после которой многое в его жизни изменится. В поезде началась сцена, которая вскоре обнажила всю социальную ткань города. Вооруженный человек вошел в вагон с отчаянными глазами и пистолетом. Люди замерли и застыли. Тревога наполнила воздух. Чарльз действовал не ради героизма как такового, а потому что сердце подсказывает. В такое мгновение каждый может стать тем мостом, который помогает перейти через страх к реальности. Он подошел к стрелку и произнес спокойно: «Давайте поговорим». Его голос звучал мягко, но твердо, и в зале перемен чувствовалась та искра, которая позже превратится в движение. Рядом стояла Ханна, журналистка, чья интуиция подсказала ей, что то, что происходит сейчас, можно превратить в урок для города и для мира. Она ловила каждую мимику, каждый жест, чтобы впоследствии рассказать не о сюжете преступления, а о людях, которые сумели выдержать испытание. Джеймс и Тина – двое взрослых людей, образы которых казались типичными для городской жизни. Сцепляющийся социологический взгляд Джеймс и аналитический ум Тины, чьи лекции и кафедры были наполнены примерами того, как общество формируется через повседневные решения обычных людей. Этот вечер на поезде стал не только драматической сценой, он стал полем для размышления о том, как маленькие поступки, такие как предложение занять чье-то место или просьба говорить о мире без насилия, могут обернуться большими изменениями. После того, как угроза была устранена и врачи оказали первую помощь пострадавшим, разговор за столом в маленьком кафе у вокзала продолжился без суеты. Чарльз и Эвелин провели ночь в теплом свете, окруженные ароматом кофе и хлеба. Эвелин рассказала свою историю спокойнее, деликатнее, чем она думала раньше, как она оказалась в городе, как чувства к жизни и своему будущему складывались в нечто гибкое и человеческое. Джек, который позже станет ключевой частью другой волны сострадания в городе, слушал их внимательно и думал о том, как подобное тепло может стать основой для новых проектов. В кафе они встретили и Майка, фигуру смежной, но глубоко городской линии. Человек, чьи слова и опыт станут мостом между двумя путями, которые затем начнут развиваться отдельно, а позже объединятся в одну историю города. Они договорились играть в одну игру. Не природа вызывает бурю, а мы вместе учимся жить с бурей и превращать ее в шанс на участие и помощь. В тот вечер зародились идеи о семинарах по состраданию, о создании пространства для диалога и партнерства с местными школами, библиотеками и сообществами, вещами, которые позже превратятся в реальные проекты города. Параллельно в другом кромке города Нью-Харбора разворачивалась своя история. Джек неординарный человек, чуткий к людям и к их нуждам, однажды пригласил в свой дом Линду, женщину бездомную и беременную, чтобы она могла принять душ и почувствовать тепло домашнего очага после долгих ночей на холоде. Час спустя Линда передала ему записку. Запись на бумаге несло в себе больше, чем благодарность за душ и теплый дом. В ней таилась просьба о встрече, объяснение
и предостережение для мира о том, как мало мы знаем о людях на улицах и как много они могут нам рассказать. Записка повергла Джека в шок и заставила его пересмотреть не только свое отношение к ближним, но и свою роль в городе, как человека, который может дать не просто временное пристанище, а стать опорой в длинной цепочке перемен. Вскоре Джек встретился с Майком, другом, который ранее был далек от подобных историй, но чья чуткость и желание помочь миру привели его в тот же круг людей, что и Джек. Рождение доверия между Джеками, Линдой и Майком стало базисом для новой идеи – объединенной программы поддержки бездомных, где люди без крыши над головой могли бы не только получить душ и еду, но и найти путь к образованию, к трудоустройству, к возвращению к своей прежней роли в обществе. Линда рассказала о своей жизни до улиц, о библиотечных и школьных годах, о мечтах стать учителем и о тех моментах, когда упорство и любовь к книгам помогали ей найти смысл жизни. Джек и Майк слушали ее внимательно и с каждым словом понимали, этот рассказ может стать отправной точкой для большого движения, которое перевернет жизнь многих людей в городе. Их разговоры перетекали в дела. Они начали работу над серией инициатив чтения вслух для детей бездомных семей, мастер-классы по письму и литературе, созданием фонда для поддержки семей, помощь в возвращении к работе и обучении новыми навыками. Майк стал связующим звеном с городскими службами, Джек – опорой по планированию и распределению ресурсов. Линда – хранительницей историй и наставницей для тех, кто вернулся к школьной доске с новой целью. Их усилия плавно переплелись с теми темами, которые уже витали вокруг Чарльза и Эвелин в ночном поезде и в дневных разговорах с Ханной, Джеймсом и Тиной. Как важно не просто помогать, но и строить устойчивые сообщества, где каждый может найти свое место и почувствовать себя нужным. С течением времени Нью-Харбор начал менять образ жизни благодаря этим людям. Власти и частные фонды обратили внимание на их проекты, а общественные разговоры о взаимопомощи стали частью городской культуры. Ради их инициатив создали несколько площадок. Вечерние клубы чтения в библиотеках, кружки взаимной поддержки, обучающие программы и курсы, где люди без дома могли учиться грамоте, освоению новых профессий и возвращению к своим мечтам о будущем. Репортеры, когда-то освещавшие драму на поезде, начали писать о новом движении сострадания, которое возникло из простой человеческой доброты и превратило действие во вдохновение, и вдохновение во системное изменение. Но между двумя нитями истории не только параллельность, они переплетаются и в реальных встречах и сотрудничестве. Эвелин, прошедшая через воспоминания о своей жизни и пережитой боли, становится голосом для образовательной части программы. Она рассказывает детям и подросткам о силе слова и чтения, учит их видеть в проблемах возможности, а не ограничения. Ханна, журналистка, не только освещает драму на поезде, но и документирует развитие общинного проекта. Ее наблюдения превращаются в учебный материал для других городов, которые хотят повторить этот опыт. Джеймс и Тина, члены академического круга, становятся консультантами по курсам гражданской ответственности и социологии действий. Они помогают собрать данные, провести исследования, оценить влияние инициатив на местное сообщество. Кульминация этой объединенной истории настала на городском форуме в Нью-Харборе, где представители всех сторон – Чарльз, Эвелин, Ханна, Джеймс, Тина, Джек, Линда, Майк – выступили вместе. Они рассказали о том, как две отдельные истории сострадания стали единым движением, как маленькие акты доброты превратились в огромную сеть поддержки, как город стал кузницей людей, готовых не просто помогать,
но и строить новые институты доверия и взаимной ответственности. Было принято решение о создании долгосрочной программы «Сердце города», комплексного проекта, который соединял бы образовательные учреждения, библиотеки, социальные службы и местные бизнесы в единое пространство для поддержки тех, кто нуждается в помощи. Программа включала регулярные читательские вечера, курсы профессиональной подготовки, программы наставничества для молодых людей и программы поддержки семей, оказавшихся в трудной ситуации. Это было не просто обещание, это было начало новой эры для Нью-Харбора, эры участия, ответственности и взаимной солидарности. Это объединенная история, не о герое в одиночку и не о трагедии, которая исчезает в толпе событий. Это история множества людей, чьи судьбы переплелись и чьи дни, казавшиеся обычными, превратились в цепочку решений, которые дали городу новое дыхание. Чарльз Беннет и Эвелин показали, как важна готовность отдать частичку себя ради другого. Джек и Линда, как простые акты тепла и внимания могут стать рычагом для системной перемены. Майк и Джек, как дружба и семейная связь, могут стать фундаментом для устойчивых проектов. Ханна, Джеймс и Тина, как научное и журналистское любопытство, может поддержать доверие и образовать мост между знаниями и действием. Вокруг них Нью-Харбор стал городом, который не забывает о людях, а делает конкретные шаги в сторону гармонии, заботы и будущего, где каждое сердце может быть услышано, а каждое плечо – опорой. Так заканчивается одна полноценная история. История, где две линии сострадания пересекаются в едином городе перемен. История, в которой доброта не останавливается на одном акте, а рождает продолжение за продолжением. Новые встречи, новые проекты и новые обещания, что город будет продолжать расти на основе того, как люди выбирают быть рядом друг с другом, как они выбирают выслушать, помочь и вместе строить лучшее будущее.